Эмми Ришар исполнилось 40 лет, и в этот день ее карьера машинистки поезда изменилась навсегда. До сих пор в ее рабочих буднях не было ни волнений, ни риска. Все они были абсолютно одинаковыми. Эмма всегда хорошо справлялась с монотонностью, будучи застенчивым, очень организованным и тихим человеком, для которого нестабильность была легкой ошибкой. Вероятно, именно из-за этого неожиданный поворот событий, произошедший во время одной из ее регулярных поездок на дальние расстояния между Чикаго и Сан-Франциско, заставил ее осознать, насколько она ошибалась в том, что контролировала все, что касалось ее жизни, и в своей способности справиться с любым непредвиденным событием. Открытие, с которым пришлось столкнуться этой одинокой 40-летней стюардессе в поезде, выбило бы из колеи любого, даже самого подготовленного полицейского. Но, к всеобщему удивлению, и особенно к своему собственному, Эмма точно знала, что делать в нужный момент, и не позволила хаосу охватить ее и остальных членов съемочной группы, которые их сопровождали. Все это произошло одним серым и ненастным июньским утром. Все пассажиры уже сидели на своих местах, двери закрылись, и поезд набирал скорость, как вдруг Эмма услышала нечто такое, от чего у нее перехватило дыхание. Плач ребенка. Эмма была самым высокопоставленным человеком в экипаже после капитана, который отвечал за управление командным пунктом в передней части поезда, и поэтому она должна была строго контролировать все, что происходило в поезде в течение всей поездки. Хотя это правда, что она могла делегировать многие свои обязанности некоторым своим коллегам, например, наблюдение за купе. Но если Эмма Ричард и была известна чем-то, так это своим большим чувством долга, и если она могла что-то сделать, то никогда не позволила бы кому-то другому делать это в одиночку. Ее жилище. Чего она не могла предвидеть, так это того, что во время своего наблюдения она столкнется с проблемой, с которой ей никогда раньше не приходилось сталкиваться, спасая потерявшегося ребенка. Сначала она подумала, что это должно быть ошибка, и что звук, должно быть, доносится из одного из соседних купе, занимаемых семьями с детьми. Но когда она услышала его во второй раз, совсем рядом с собой, спрятавшись среди последних сидений вагона, который, к счастью, в тот момент был пуст, она была уверена, что это был ребенок. Ребенок, за которого, казалось, никто не нес ответственности и по которому, казалось, никто не скучал, плакал во все горло. «Тсс, тише, милый». «Не плачь, не плачь», – шептала ему Эмма, неловко держа его на руках и пытаясь унять его плач. Это была маленькая девочка, которой едва исполнилось 5 месяцев. Она была прекрасна, и при других обстоятельствах Эмма взяла бы ее на руки и нежно погладила по щекам, в то время как ребенок смотрел на нее своими большими голубыми глазами, не очень хорошо понимая, что она делает. Однако в тот момент лицо ребенка было разбитым, покрасневшим и полным слез. Не было времени останавливаться на мелких деталях. Эмма держала на руках, казалось бы, потерявшегося ребенка, и ей нужно было действовать быстро, если она не хотела, чтобы ситуация обострилась и полностью вышла из-под ее контроля. Но ситуация вот-вот должна была ухудшиться, когда стюардесса сделала следующее открытие. Держа малыша на руках и пытаясь успокоить его, Эмма заметила, что в складках одеяла, в которое он был завернут, что-то спрятано. Она осторожно заглянула внутрь, чтобы проверить, что это было, и обнаружила маленький смятый конверт с запиской. Когда Ричард прочитал это, сердце у него ёкнуло и все закружилось перед глазами. «Пожалуйста, позаботься о ней как следует. Я не могу дать ей ту жизнь, которую она заслуживает. Мне так жаль. Я не заслуживаю того, чтобы быть матерью этого драгоценного ребенка». Эмма перечитала сообщение несколько раз, пытаясь понять, что в нем написано, но смысл был предельно ясен. Мать девочки только что бросила ее в поезде, и она понятия не имела, кто она такая и как ее найти. Но, словно этого было недостаточно, чтобы добавить загадочности,
Прямо под запиской был ряд цифр и букв, которые, казалось, не имели никакого смысла, хотя Эмма быстро догадалась, что это должно быть какое-то зашифрованное сообщение. «Этого не может быть! О боже мой! Что мне теперь делать? Этому ребенку нужны родители. Я должна немедленно сообщить хозяину о случившемся. Это очень серьезно!» – воскликнула Эмма, крепко прижимая малыша к груди, пытаясь унять его плач, но безуспешно. На несколько секунд Эмма растерялась, она не знала, что делать. Чего с ней никогда раньше не случалось в ее работе. Она всегда знала, что делать. Именно из-за этого все ей доверяли. Но даже капитан корабля может время от времени чувствовать себя потерянным. Эмма чувствовала себя точно так же в тот момент, но не позволила панике овладеть собой и поступила так, как поступил бы любой на ее месте. Следуйте протоколу, попросите о помощи и старайтесь сохранять спокойствие. Ему. Первое, что она сделала, это пошла в переднее отделение, где находился его начальник, чтобы объяснить ситуацию и как можно скорее разработать план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Как только начальник поезда узнал о случившемся, он связался с железнодорожной станцией, с которой они отправились, и сообщил об исчезновении ребенка в поезде, призвав их быстро просмотреть все записи камер видеонаблюдения, сделанные в то утро, чтобы попытаться найти мать, которая села в транспорт и оставила ребенка незамеченной кем-либо из пассажиров. Их сотрудники. Начальник поезда сообщил как можно больше подробностей о том, как выглядел ребенок и как он был найден, в надежде облегчить задачу по его розыску сотрудникам службы наблюдения за помещением, приблизительный возраст ребенка, которому не должно быть больше 6 месяцев, пол, одежду, в которой он был найден. Была надета картонная коробка, в которой Эмма нашла ее спрятанной, и таинственная записка о том, что она брошена. В ответ на сообщение поезда большая группа сотрудников железнодорожной станции связалась с полицией и организовала немедленную медицинскую помощь по возвращении на станцию. Однако, несмотря на усилия полиции как можно скорее найти предполагаемую мать ребенка, это было бы нелегкой задачей и не помогло бы им разгадать тайну, окружающую младенца. Казалось, время летит все быстрее и быстрее, а ответы все еще не приходили. Прошло уже более 2 часов с тех пор, как поезд отошел от станции, и чем больше времени он проводил там, изолированный от внешнего мира, тем меньше у него было шансов найти свою семью и мать, которая решила бросить его на произвол судьбы в поезде дальнего следования. Но худшее было еще впереди. Во время поездки и в ожидании ответов из управления железнодорожного вокзала добрые пассажиры по очереди успокаивали малыша. Начальник поезда решил ничего не скрывать от экипажа и сообщил о тревожной ситуации по громкоговорителю, что очень помогло Эмме, которую ни разу не разлучались с ним, предложив ей утешение и уверенность с самого первого момента. Но никто не был готов к тому, что должно было произойти. И меньше всего Эмма, которой никогда не приходилось иметь дело с младенцами и у которой не было опыта работы няней. По прошествии нескольких часов малыш начал сильно потеть, что очень беспокоило Эмму, поскольку у нее не было опыта общения с детьми. Она не знала, как помочь ему, и чувствовала, что бесполезно пытаться выяснить, в чем дело. Она пыталась обратиться за помощью к другим пассажирам, многие из которых были родителями, путешествовавшими со своими детьми на борту, но они тоже не знали, что делать. Именно тогда у ребенка начали проявляться явные признаки болезни. Казалось, что состояние ребенка ухудшалось с каждой минутой. Она не переставала плакать и рыдала все отчаяние, показывая, что страдает от какого-то странного недуга, который Эмма, чьи медицинские познания были весьма поверхностными, не могла понять. Личико ребенка приобрело тревожный фиолетовый оттенок, а температура неуклонно повышалась. Было ясно, что с ним происходит что-то очень плохое и что малыш нуждается в срочной медицинской помощи.
Этого ребенка необходимо как можно скорее показать врачу. Есть ли в этом поезде врач? Пожалуйста, если на борту есть врач или кто-то с медицинским образованием, будьте добры, скажите об этом. Этот ребенок серьезно болен и нуждается в помощи. В отчаянии закричала Эмма, увидев, что ребенок начинает лепетать и, похоже, теряет сознание. Многие люди пытались помочь ей успокоить ребенка и выяснить, в чем дело, но, похоже, никто точно не знал, что вызвало повышение температуры и дискомфорт. Найти врача также не удалось. Весь персонал обходил все вагоны в поисках кого-нибудь, кто мог бы провести медицинское обследование ребенка, но никого не удалось найти. На борту нет врача. Извините, Эмма, мы предоставлены сами себе. Нам нужно только дождаться, пока мы доберемся до ближайшего города с больницей, а до этого еще больше часа, сказала одна из ее спутниц, очень расстроенная и обеспокоенная плохим внешним видом ребенка. Но ни Эмма, ни ребенок не могли ждать так долго. Ситуация вот-вот должна была резко ухудшиться, и стюардессе предстояло быстро принять решение, руководствуясь скорее инстинктом, чем протоколом. То, чего она никогда раньше не делала и чего боялась, но, не колеблясь, сделает, когда придет время. Ему. На вокзале они не смогли найти ничего, что имело бы отношение ни к ребенку, ни к его предполагаемой матери. Она как будто растворилась в толпе людей, снующих по платформе. Для многих эта суббота была одним из первых дней летних каникул, а это означало, что вокзал был переполнен туристами и семьями с чемоданами, из-за чего почти невозможно было различить кого-либо, кто относился бы к ним с подозрением. Ситуация становилась все хуже, и с тех пор. Как только они нашли ребенка, они были уверены только в одном. Мать знала, как избежать охраны, и сознательно решила оставить свою дочь в том поезде. Вопрос был в том, почему. Состояние ребенка было критическим, температура была настолько высокой, что ей становилось трудно дышать. Эмма очень нервничала, устала и была в ужасе от мысли, что этот ребенок умрет у нее на руках. У малышки пару раз случились конвульсии, сначала слабые, а затем более сильные. Эмме показалось прессе, что ее сердце вот-вот выскочит из груди. Она в шоке. «Ей нужна помощь, мэм!» – крикнул один из пассажиров, который помогал ей. «Нам нужно оказать первую помощь!» Каждая минута, проведенная в таком состоянии, имеет решающее значение. Эмма, как и остальной обученный персонал, прошла базовую медицинскую подготовку во время подготовки к работе санитарами. Она точно знала, как оказывать первую помощь взрослым и младенцам, но ей никогда не приходилось делать это с живым человеком, тем более в таких тяжелых обстоятельствах. Нельзя было терять ни минуты. Малыш был в агонии. И если Эмма немедленно не вмешается, он, скорее всего, умрет. «Отойдите в сторону. Мне нужно побыть одному». Эмма крикнула всем, кто с трепетом пришел посмотреть, что происходит. Затем она осторожно положила ребенка на стол и приступила к выступлению. Искусственное дыхание. Это были несколько мгновений настоящей агонии. Эмма не знала, выживет ли она, девочка продолжала биться в конвульсиях, а потом перестала дышать. Но она не остановилась. Она была полна решимости спасти ее и сделает для этого все, что в ее силах. К счастью, все прошло хорошо. И после минуты абсолютного напряжения, в течение которой все пришли к выводу, что больше ничего нельзя сделать, девочка постепенно начала дышать, и ее жизненные показатели стабилизировались. Эмме это удалось, девочка была в безопасности, но это было временное решение, и им нужно было как можно скорее доставить ее в больницу. «Мы будем там меньше, чем через час. Ты можешь подождать?» – спросил его начальник, очень нервничая, когда увидел, как близко они были к настоящей трагедии. «Я не знаю. Я надеюсь, что это так. Мы можем только контролировать его кровяное давление и давать ему воздух через аппарат искусственного дыхания. Вот и все», –
смиренно сказала Эмма, глядя на ребенка со слезами на глазах. Она только что спасла человеку жизнь. Но не просто человек. Это был беспомощный, больной ребенок, которого кто-то решил бросить на произвол судьбы, несмотря на то, что знал, насколько он опасен. Она испытывала одновременно восторг и тревогу. Кто мог быть способен на такое злодеяние? Что за мать способна на такое? Она, конечно, была в полном отчаянии, подумала она. После последнего часа пути они наконец добрались до железнодорожного вокзала, где их ждали бригада медиков и машина скорой помощи. Позаботился о девочке. Она очень больна. Мне пришлось срочно сделать ей искусственное дыхание. Она плохо дышит, и у нее высокая температура. «Я не знаю, что с ней», – сказала Эмма парамедикам, почти задыхаясь. После того, как Эмма на полной скорости доставила ребенка в больницу, она первой обратилась в полицию с заявлением, в котором объяснила, как она нашла ребенка, и показала полицейским таинственную записку, которая была к нему приложена. На мой взгляд, эта записка – ключ к разгадке тайны, сэр. Если вы сможете расшифровать это, у вас будут родители этого ребенка. Я уверена в этом, сказала Эмма агентам, которые допрашивали ее. И снова она была права. Потому что после передачи записки полицейским следственным группам им удалось расшифровать скрытое послание. Это были координаты и имя женщины Кирстен. Это были координаты Центра паллиативной помощи, расположенного всего в 30 минутах езды от того места, где они находились. Это открытие только увеличило загадочность окружающую ребенка и причины, побудившие его появиться в то утро в поезде. Но им нужно было следовать всем указаниям, поэтому они быстро направились в центр, чтобы попытаться выяснить правду. Тем временем, пока продолжалось полицейское расследование, малышка была помещена в отделение интенсивной терапии больницы, где врачи провели анализы и процедуры, которые показали, что маленькая девочка страдает от острого недоедания и тяжелого респираторного заболевания. Врачи, не покладая рук, лечили ребенка как могли, работая безостановочно, пока его состояние не стабилизировалось, что им удалось успешно. Эмма оставалась с ребенком в течение всей процедуры и пока находилась в отделении интенсивной терапии. Стюардесса почувствовала сильную связь с маленькой девочкой, чью жизнь она спасла всего несколько часов назад. В больнице они провели несколько тестов, пытаясь выяснить, кто это был, но ничего не нашли в своих базах данных, что означало, что мать ребенка не была гражданкой США. Гражданка или что она родила свою дочь не в больнице. Эмма не хотела расставаться с ней до тех пор, пока все не перевернулось с ног на голову и она не узнала, кто были ее родители и почему они бросили ее. К счастью, Ричарду не пришлось ждать слишком долго, чтобы найти ответы на все свои вопросы. Однако то, что в итоге обнаружила полиция, оказалось гораздо серьезнее, чем кто-либо из них мог себе представить. Когда полицейские отправились в центр хосписной помощи, указанный в записке, они потеряли дар речи. Оказалось, что Кирстен была тетей ребенка и жила в Орландо. Итак, малышку звали Анна, а ее матерью была Софи Шаранова, которая родила дома 5 месяцами ранее, поэтому ее не было ни в одной базе данных. Это была семья сестер-беженок, о которой никто не знал и которая прожила в стране всего год. Но самой шокирующей новостью стало то, что Софи узнала настоящую причину, по которой она решила бросить свою дочь в поезде. 24-летняя женщина была серьезно больна, и жить ей оставалось всего несколько недель. Когда она забеременела, то обнаружила, что страдает от редкого рака крови, с которым врачи ничего не могли поделать. Она перенесла всю беременность, не проходя никакого лечения, чтобы не навредить ребенку, что еще больше ухудшило ее состояние и ускорило симптомы. Проблемы. Никто ничего не знал. Ни ее сестра, ни предполагаемый отец ребенка, который оказался в Украине из-за войны.
Чувствуя себя в полном отчаянии, Софи решила бросить свою дочь и оставить эту преувеличенную записку в качестве инструкции полиции найти ее сестру и дать малышке семью. Врачи центра сообщили властям, что матери ребенка дали успокоительное, чтобы она могла переносить боль, и что она не сможет сделать им никаких заявлений. Ей оставалось жить недолго, и ее последним желанием было дать своей дочери лучшее будущее, которого она уже не могла ей дать, хотя, несомненно, были бы лучшие способы сделать это. Узнав всю правду, полиция решила прекратить расследование и передать младенца в распоряжение властей, чтобы они решили, что делать с его опекой. Хотя ему все равно пришлось бы провести в больнице еще несколько недель, чтобы полностью оправиться от респираторного заболевания, от которого он страдал, и восстановить свои силы. Эмма со своей стороны все время оставалась рядом с маленькой Анной, пока не пришло время попрощаться с ней и позволить ее семье позаботиться о ней, как того хотела бы ее мать. Горько-сладкий финал трогательной истории, которая учит нас хрупкости жизни и важности общения с нашими близкими и смелости обратиться за помощью, пока не стало слишком поздно. Понравилась ли вам эта трогательная и удивительная история? Если да, то мы приглашаем вас оставить комментарий, в котором вы выскажете свое мнение. Если вы хотите продолжать наслаждаться вдохновляющими историями, подобными этой, подпишитесь на наш канал или посмотрите другие видео, показанные внизу экрана. Благодарим вас за сотрудничество.